Привет, друзья! И сегодня мы поговорим про стоки, о том, как зарабатывать от $1000 на стоках, кто это может делать. И я это встрою все в сегодняшний влог, чтобы немного разбавить мой диалог, мой монолог с сегодняшним влогом. Мы поедем, попьем кофе в Басвай, также по пути заедем к Сергею, к Ване. И также вкратце я расскажу вообще, для тех, кто вообще не знает, что это, что такое стоки. Shining, shimmering, splendid, a brand new world. Всем привет! Хорошо, хорошо. Я не буду рассказывать какие-то мельчайшие подробности о том, как зарегистрироваться на стоках, как загружать, пользоваться сток-сабмиттером, всякими программами и так далее, потому что этого на самом деле очень много уже есть в интернете, и это все можно загуглить. Но я поделюсь информацией о том, где вы можете находить эту информацию, где вы можете узнать обо всем, как можно мотивироваться, и помогу советами, что нужно снимать и так далее, и какими возможностями пользоваться. Попробую не париться, снимать в автоматическом режиме в первый раз. И не буду, наверное, красить, чтобы побыстрее сделать видео. Попробую сделать это в таком формате. Посмотрим просто, какая будет разница с этого. Много ли я теряю, потому что, возможно, я зря так сильно заморачиваюсь. Вообще, плохо заморачиваться, на самом деле, сильно для ютуба. Потому что перед тем, как заливать видео на ютуб, я столько думал и готовился. Я полгода, наверное, из-за этого ничего не загружал. Первое, потому что я думал, что должна быть какая-то офигенная идея, крутая. Все думал, как это может делать. В итоге ничего не придумал и просто ничего не делал. Поэтому нужно просто делать как-то. Это лучше как-то делать, чем вообще никак. О, кабан. Здравствуйте. Это мой POV. Это будет веранда. Веранда. Продолжать будем? Нет, не веранда, это будет комната. Комната? Да. Ничего себе. Что такое стоки? Стоки — это такие площадки с любым видео, можно сказать. Вы, может, смотрели когда-нибудь такие группы, каналы на ютубе типа Адми и так далее. То есть идет какая-нибудь передача, и они накладывают какой-то видеоряд. И там разные съемки всякие показывают, или в новостях. И, естественно, они это не снимали, потому что слишком много материала и много времени потребуется, чтобы это снимать. И поэтому, когда каким-то людям, программам, передачам, телевидению, новостям и так далее нужно какое-то изображение, они заходят на стоки, набирают в поиск то, что им нужно, и скачивают. Например, передача о здоровье зубов, например, и они монтируют. И так, им нужен крупный план, как кто-то зубы чистит. Потом они сравнивают, например, зубы азиатов, например, и афроамериканцев. И им нужен афроамериканец, который чистит зубы. И они набирают в поиск уже афроамериканец чистит зубы. Вот. А кто-то это уже снял такое
и выложил на стоке. Они покупают там. И с каждой этой покупкой идет отчисление автору, какой-то процент, и также отчисление самому стоку. Вот самые известные стоковые сайты это Shutterstock, Pond5, Adobe Stock. Ссылки сделаю в описании. То же самое, в принципе, и с фотографиями, только фотографии, естественно, подбираются для какого-то журнала, для газеты, статьи, просто статья в интернете и так далее. Нужна какая-то картинка, заходит на стоки и покупают. Итак, я дам вам сейчас 5 советов, как зарабатывать больше $1000 на стоках. И первое, что вам нужно, это определить ваш уровень съемки. То есть, если вы снимаете плохо, то первое, что я рекомендую, это учиться снимать хорошо. Вот, потому что это очень важно. Чтобы снимать хорошо, на самом деле, достаточно просто иметь хороший вкус и немного личного опыта. Вот, чтобы иметь этот хороший вкус, если у вас нет вкуса, чувства вкуса, стиля, то его можно вырабатывать. Вырабатывается это путем просмотра хорошего, годного контента. То есть только вы должны уверены быть, что это круто. Вот, смотреть Инстаграм, классные фотографии, видео. На Ютубе смотреть тоже, стараться. Хорошие съемки, качественные. Вот. Больше смотреть хороших вещей. Вот, смотреть также фильмы, кино. Хорошее кино. И всегда обращать внимание на всякие мелочи, которые там есть. Как стоит свет, как сделана композиция, что есть в кадре, что нет, как ведут себя актеры и так далее. И то есть постепенно, постоянно развиваться. Хрюшка спит. Бабуишка. Is it бабуишка? Хрюшка. 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 Поросенок. Свинья. Ну и также смотрите сами стоковые работы, топовые. То, что вот в топе, там, в Shutterstock, в какую-то тему любую заходите. Люди или с дрона и так далее. И там будут классные съемки на самом деле. С классным светом, с актерами или там моделями. Вот, ну или просто все со вкусом сделано. Что-то простенькое, но со вкусом. Вот. И также вы можете смотреть эти работы, и ваша насмотренность будет улучшаться, вот, ваш вкус будет улучшаться, стиль, и это начнет отражаться вообще не только на съемке, а вообще, в принципе, на всей жизни. Второй мой совет, чтобы зарабатывать намного быстрее $1000, это снимать видео, а не фото, потому что фото уже очень большая конкуренция. И если раньше там фотобанки уже существуют эти лет 20, наверное. И раньше, да, снимаешь фото яблоко, загружаешь его и все, и живешь на пассиве, не работая. Вот. Но время это прошло, и сейчас, чтобы снять такое яблоко, которое будет продаваться, это я не знаю, что нужно сделать, залезть в кратер вулкана действующего. В общем, это сложно, очень круто, потому что если уже много профессионалов, фото, кто снимает это яблоко уже 20 лет, и так отточил свои навыки, что там уже не угнаться. И сложно, чтобы это фото потом кто-то нашел. К тому же фото покупается там по 30 центов буквально, вот, а видео по $20-30 в среднем. То есть намного проще сейчас научиться снимать видео и зарабатывать именно на видеостоках, чем на фото. Вот и пришли. Анзони. Selamat. Ебашь кофе каждый день. Специально для этого места. Также, если вы снимаете, мягко говоря, не очень, то вы можете снимать какие-то более редкие кадры. То есть, вот так я и заработал первые деньги на стоках. Я снимал аэротрубу. Типа, аэротруба это как тренинг, прыжки с парашютом в трубе, где идет поток воздуха. Я сейчас покажу эти кадры просто. Снимать что-то редкое. Я просто поискал этот материал перед тем, как снимать, и
увидел, что нету таких кадров практически, а если есть, то они какие-то убогие и эдиториал. Эдиториал — это когда не взяли модель релиз, и просто ты снимаешь просто для новостей, это такой формат. Вот, более простой, его меньше покупают, он более такой новостной, то есть не используется для рекламы. А если ты берешь разрешение у модели, не используешь логотипы, все как положено снимаешь, это уже рекламная, это коммерция, и это покупают больше. И там был только эдиториал, я снял, и на следующий месяц у меня уже покупали эти кадры, видимо, из-за острой необходимости. Вот, а потом почему-то перестали покупать эти кадры, не знаю, с чем это связано, возможно, кто-то просто снял лучше. И поэтому просто возьмите какую-то редкую тему, которой еще нет на стоках, снимите ее. Или если она есть, эта тема, просто снимите чуть лучше, чем тот, кто уже снял. И будут уже покупать ваши кадры. Вот это один из способов, как начать зарабатывать, не имея большого опыта в съемке. Просто поставьте на штатив, аккуратненько все снимите. Вот, просто снимите чуть лучше, чем уже есть. Вот, где не такая большая конкуренция. Есть, кстати, один сайт, я на него в итоге забил, но поначалу я пробовал там им пользоваться. Вот, это как такие сайты часто используются для проверки популярности запроса. Вот, ты проверяешь популярность запроса, насколько его ищут и насколько он конкурентен, там, какая конкуренция, большая или нет. Если цифра о том, что конкуренция меньше, чем запросов, то это значит ваш вариант, и нужно его снимать. Я найду этот сайт и поставлю в описании ссылку. Where's me? Да? It's you. Go move. I see you. Добавишь крема себе, нет? It's me. Крема нет. Все, 65. А вот и кофе, который мы пили. Третья вещь, которая вам поможет зарабатывать деньги. Третий совет таков, что используйте свои возможности. Научитесь видеть везде возможности. То есть, например, может, видели, если вы занимаетесь видеосъемкой, то вы наверняка видите много объявлений, особенно в Москве. Якобы нужен оператор, снять то-то, то-то, но денег у нас нет, но мы вас накормим и так далее. Вот, они в основном ищут новичков или кого-нибудь, кто собирает портфолио, или только там переехал в Москву и так далее. Вот, и есть объявления просто дешевые, там за 2-3 тысячи. Это в группах ВКонтакте, либо на Юду, такой сервис по поиску заказов. Вот, и вы можете научиться видеть в этом отличную возможность. И именно первые съемки для стоков я снял из этих объявлений. Вот. И когда им пишет такой человек и предлагает такое, и уже имеет портфолио и хорошие съемки, то они в этом заинтересованы. Например, первая моя съемка, опять же, вот одна из первых моих съемок с этой аэротрубой. То есть я подумал, так, аэротруба платит мало, но почему бы не снять это для стоков? Я забил, это непопулярный запрос, и написал им, говорю, мне нужен будет от вас человек, кто будет делать, кто будет летать, кто будет делать трюки. И они мне дали тренера по этой штуке. Плюс я привел туда свою девушку, тоже как модель, и она там летала полдня бесплатно. Ну, разве это невозможность? К тому же заработал там свои практически первые деньги там, на этой съемке. Вот. И у вас есть возможность именно снять что-то такое редкое. А самая-самая первая моя съемка — это была трюки на лошадях. Вот когда вы в обычной жизни, если захочешь снять трюки на лошадях, у тебя нет такой возможности, и ты можешь это использовать. То есть там искал парень оператора, денег особо нет, там за 5000 рублей он искал оператора. Ну, все там плевались в комментариях, все сразу это объявление грязью закидывают. Да пошел ты, да какого, может вообще за бесплатно, может нам тебе деньги заплатить и так далее. Все начинают ругаться, а ты просто берешь, пишешь им и снимаешь для стоков. Вот, и все остаются довольны. Притом можно и заработать небольшую денежку и за монтаж сказать, что сниму, наверное, бесплатно, а смонтирую там за небольшую сумму ролик для них. Вот.
Также я снимал плавание, тоже все по бартеру. Я нашел девушку, девушка искала бесплатного оператора. Вот. Я сказал, да вот, и мы снимем тебя, снимем и подводные кадры, и надводные. Вот. Ну, все будет круто. Также договорился с залом и с бассейном, то есть с фитнес-клубом. Я сказал, я вам просто подарю ролик, если хотите, но дайте мне возможность снимать здесь, чтобы здесь не было никого. Когда здесь не будет людей, я буду просто снимать. И они без проблем согласились. Вот. То есть научиться видеть возможности. И также я снимал еще... кстати, эти трюки с лошадьми, это вот вообще, наверное, почему я в итоге, благодаря этим съемкам с трюками лошадьми, я и стал заниматься дальше стоками. Потому что я особо не верил в них и слышал, что продажи начинают как минимум через полгода только начинаться или через год. И меня бы, скорее всего, не хватило бы настолько впустую работать полгода или год снимать. Но трюки на лошадях я загрузил, и уже через месяц я имел $200. То есть мне кто-то купил сразу 4 файла по $50 на стоке videoblogs.com. Тогда они были классные. Сейчас они уже сдулись и перешли на подписку. Но тогда они продавали и давали 97% отчисления для автора. То есть практически всю продажу они отдавали авторам, чтобы привлечь новых авторов. Вот, и это работало. То есть я загрузил, через месяц у меня уже было $200. Такой, нифига себе, это мое, думаю. Так быстро, типа все пишут, что это нереально быстро заработать, а у меня, ну это, честно скажу, это скорее всего была случайность, и мне просто повезло. И на следующий день на следующий месяц это повторилось. Опять 4 файла с лошадьми, с трюками на лошадях, опять купили. Опять за $200. А потом, да, следующие полгода у меня не было продаж. Я снял пару съемок с девушками для актерских визиток, видеовизитка актера, портфолио. Вот, но тоже скажу честно, можете это не снимать. Очень перенасыщенный рынок девушками, которые просто ничего не делают толком, или там по телефону разговаривают, или едят с яблока, потому что, ну, у каждого стокера практически есть девушка, и у каждого есть яблоко, и он это обязательно уже снял. И рынок перенасыщен, так что если у вас не супер там прям вылизанная картинка или супер пейзажи, то особо и не стоит пытаться. Вот такие кадры я делал с девушками, ничего не продается. Лошади тоже перестали продаваться в итоге, хоть они редкие, но, наверное, слишком узкая специализация. И самые популярные кадры мои в итоге это стали более сложные, которые сложно снять именно всем. То есть, что снимал не каждый. Например, вот эти подводные съемки пловчихи. То есть, это довольно-таки сложно повторить. И съемки с коптера. Девушка катается на велосипеде. Здесь сложность повтора в том, что из-за локации. Интересная локация. Вот. И этот футаж подходит под множество запросов. Парк, город, велосипед, круг, вот, и так далее. Четвертый совет. Имейте хоть небольшое представление о том, как ваши кадры могут и пригодиться, и где они могут пригодиться. То есть, как я говорил, смотрите такие каналы типа AdMe и так далее, и смотрите, как это используется везде по-разному. Вот. То есть, и ваши кадры должны куда-то вписываться. То есть, например, вот эти кадры с велосипеда, они почему у меня популярные? Потому что они вписываются во многие категории. Такие как парк, сити, город, а также это может использоваться в велосипедной тематике, также съемка с дрона, также как круг, как геометрическая фигура. Вот этот мой самый популярный кадр, который продался около 100 раз уже, больше 100 раз уже продался в
почти за 2 года. Вот. Потом вот эти кадры с пловчихой, это на 2-м месте по популярности мои кадры. Вот почему они популярны. Ну, во-первых, они сняты неплохо, довольно-таки конкурентоспособны. Во-вторых, это может быть использоваться как спорт, раз, какая-то мотивация, что-то о победе, что-то о каком-то стремлении, о том, как быть первым, о усердии, об усилии. Эти кадры можно использовать везде, не знаю, там, о пловчихе, о купальниках и так далее. Как просто спорт, как кардио, о каком-то разговоре, ну, о кардио. Вот. И это не просто какой-то фитнес, почему какой-то? Потому что фитнес тоже очень популярная тема, и уже очень много людей сняли фитнес. Я тоже снимал кадры в зале, и они не продаются, совершенно не продаются. И там есть очень много кадров на стоках, которые сняты очень круто, с постановочным светом, с моделями и так далее. И очень сложно конкурировать с этим. Вот, поэтому просто нужно немного понимать, для чего и как это будет использоваться. Вот, мы идем на Hot Springs, кстати. Уже начинает шуметь. Уже мы видим воду здесь. А здесь такой большой камень. Вот, этот Hot Springs, и этот бассейн, здесь были бассейны с горячими источниками. Hot Springs — это горячие источники. Да, были горячие источники, но потом после тайфуна здесь все разрушилось. И как бы оно стало такое недостроенное, и поэтому здесь вход бесплатный, вот, но немного такой недоделанный. Вот, ну и все равно здесь прикольно. Иногда сюда приходим попариться. Я не говорю, конечно, что нужно идти снимать пловчиху или велосипеды, потому что уже не факт, что это зайдет сейчас и будет конкурентоспособно, это просто уже будет другое. Я к тому, что нужно научиться мыслить именно так, такое стоковое мышление, как сказать, развивать в себе. Это как я вам пытаюсь дать не рыбу, а удочку. Kunti lang doon. Dini ka na? You live here already? Yes. Yes? Yeah, Yes. good. 1 year. Today, one year here. 1 year? Yeah. Thank you, 1 year. From what country? Russia. Okay. Thanks for... Сама. Tabi. Hi. Моя папа. Maghapon. Вот, кстати, пишите комментарии прямо сейчас. После последнего видео был прям классный фидбэк, потому что я просил, наверное, потому что написать комментарии, задавать вопросы, на которых я с радостью буду отвечать в комментариях. Вот. Так что пишите опять любой вопрос, что хотите, чтобы я здесь снимал, побольше, поменьше и так далее. Любые пожелания. Вот, и для меня это очень важно. Так что большое спасибо за комментарии, кто их пишет, тем самым поддерживая канал, видео и как бы создавая какое-то такое комьюнити, сообщество небольшое. Вот я уже вижу, что у нас есть такое сформированное сообщество наше, и мне это очень нравится держать, и это намного важнее, чем много подписчиков, которые ничего не пишут. Вот. Важнее вот иметь 100 таких, как вы, намного лучше, чем 1000, которые будут молчать или не смотреть вообще видео.
What's that? What you find? It's heart of banana. And we can It's cook broken. this. It's like vegetable. No, banana like that. No. This is trees. Yeah. And we can cook this. It's a vegetable? Yes. It's hard banana, как сердце, а не как твердый. Не как твердый банан. Но твердый банан звучит для овощей интересно. Just like that. That's for dinner. А здесь мы покупаем второй раз огурцы и помидоры. И здесь они стоят в горах. Здесь плантация, да, в горах, и стоит намного дешевле, раза в 3, чем на рынке. Огурцы 20 песо, да, килограмм? А, вон. Плантация здесь. Качество продуктов намного лучше. А, давайте. Скажи Нави, что она Нева. Хорошо. Как баклажан по-английски? Экплант. А? Экплант. Экплан? Акбар. Да, мы там купим. Давайте. Just this one. Just 1 kilo. Окей. Manton dito, ma'am. Gagmay to. Umam po to. Direto na mo ito. Just Сама. Огурцы у них только прямо такие огромные, они их выращивают до нереальных размеров. Вот, хотя, по моему мнению, маленькие наши вкуснее. Может, их нужно раньше срывать, не ждать, пока такие большие будут и водянистые. And where I was before you came on crashing in, I had nothing. Все, вернулись домой, возвращаемся. Сейчас я посмотрю сценарий, потому что не сел телефон. И скажу еще 2 вещи. 2 совета, которые помогут улучшить, которые помогут заработать вам $1000. I don't have key. Также делайте многоплановую съемку, то есть так, как будто вы снимаете целый какой-то ролик полноценный, не просто один план, там, опять же, пример с пловчихой, не просто пример-план, как пловчиха плывет, а как он плывет разными стилями, крупный план, средний, какие-то детали, она готовится, надевает очки, прыгает вот, потом из-под воды и так далее, то есть многоплановое, чтобы человек мог сделать целый ролик из ваших футажей. И потому что это нужно людям потом, когда они покупают и ищут материалы, им не нужен заполнить просто маленький кусочек, им нужно заполнить какой-то определенный момент, хронометраж. Вот. И у меня было такое, что у меня покупали один футаж, 10 кадров вот с одной съемки по $30. То есть я мог заработать сразу $300 с одной продажи, можно сказать. Они купили вот 10 футажей, чтобы сделать как раз, заполнить там минуту-полторы видео, сделать ролик. И примерно такая съемка будет где-то 60-100 футажей, там за пару часов вы буквально наберете. Около 60-100 футажей примерно у меня выходит, если не сделать прям очень много семинаров. И так как я обещал информацию по тому, где искать информацию о видеостоках. Первое, это моя любимая, это группа ВКонтакте, которую создал Данил Руденко. Группа ВКонтакте называется «Видеостокеры». Вот, и там очень много информации. Там на стене буквально обсуждали все уже, что можно обсудить. И там в заглавлении есть видео, как пользоваться поиском, и вбиваете то, что вам нужно в поиск по стене, и находите. Там есть все практически ответы. Также много там информации в топиках о том, как регистрироваться, где регистрироваться, какие сайты лучше сейчас, какие нет. Также там есть пару интересных интервью, видео. Вот. Еще когда начинал, я вдохновлялся плейлистом одного стокера, который снимал влог о стоках. Называется «Кирилл штурмует стоки» на ютубе. Но он забил уже на ютуб, а раньше он много снимал и выкладывал много информации. Ну, интересно посмотреть. И довольно качественно очень делает видео. Ссылки оставляю в описании. Спасибо, друзья, за просмотр и большое спасибо за комментарии к предыдущему видео. Это очень радует меня и помогает. Вот. Так что пишите снова свои комментарии, подписывайтесь, кто не подписался. И скажите, пожалуйста, свое мнение, как вам такой формат, совмещая
полезную какую-то информацию с влогом из жизни. Вот. Так что пишите, скоро увидимся, пока-пока. It's your moment, go and grab it, now's the time.